Путина заставляют закончить войну. Заявление о развале империи. Обратный отсчет уже запущен. Москва под прицелом. Детали слежки Киева за Кремлем. Это вас точно удивит. Срочное заседание Совбеза ООН. Китай вступает в войну. Иран собирает коалицию для удара по США. В Вашингтоне говорят об огромной ошибке. Самая мощная армия Европы в состоянии войны с РФ. Приказ Путина проигнорирован. Ситуация критическая. Куба на грани катастрофы. Воспользуется ли шансом Трамп? Об этих и других самых главных событиях утро пятницы 15 мая. Все самое важное прямо здесь и сейчас. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков, и мы начинаем. А теперь начинается самое интересное. После ударов по нефтеперерабатывающим заводам и позора на параде 9 мая, который, к слову, Зеленский разрешил Путину провести, Кремль решил пафосно ответить, как они назвали, ударом возмездия. Только теперь за эту путинскую месть в виде ударов по гражданским будет ответ Киева. И, судя по всему, Москве придется готовить еще одно возмездие. Все должны быть сосредоточены на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер 1. Поручил силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар. За 13 и 14 мая Россия выпустила по Украине 1567 дронов и 56 ракет разных типов. По словам президента, это была не хаотичная атака, а просчитанная террористическая тактика. Ракеты и беспилотники копили заранее, чтобы ударить максимально массированно и перегрузить украинскую ПВО. Мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске. И в Кремле уже стоило бы начать переживать, ведь то, что украинская армия одна из сильнейших в мире, признают теперь и в США. Нет сомнений в том, что необходимость вести эту войну заставила украинцев выработать новую тактику, новые приемы, новое оснащение, новые технологии, создавая своего рода гибридную асимметричную войну. Это впечатляет без всякого сомнения. Если посмотреть, россияне теряют в месяц в 5 раз больше солдат, чем украинцы, а Украина – меньшая страна и, соответственно, меньшая армия. Хотя украинские вооруженные силы сейчас, безусловно, являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе, очевидно, в том числе благодаря той помощи, которую они получили, но также и благодаря боевому опыту, который они приобрели. Киев срочно созывает Совбез ООН не из-за того, чтобы в очередной раз послушать бред российского представителя там, но чтобы отреагировать на российскую атаку. Масштаб удара огромный. В Киеве повреждены 11 жилых домов по всей стране, более 50. Такой масштаб российского террора требует сильной международной реакции, и я призываю все государства отреагировать. Я поручил всем нашим посольствам приспустить флаги завтра и открыть книги соболезнований. МИД пригласит всех иностранных послов в Киеве на место одного из ударов. Дипломатам покажут дом, где российская атака разрушила несколько десятков квартир, обвалив весь подъезд. Путина все чаще подталкивают к выходу из войны, и по данным The iPaper, давление идет не только снаружи, но и изнутри, от людей, которые находятся совсем рядом с Кремлем. После довольно бледного парада на 9 мая Путин вдруг сказал ветеранам, что война с Украиной может скоро закончиться. Формально он говорил о победе и не намекал на компромисс, но в кулуарах уже хоть и анонимно, но делятся с журналистами своими мыслями. Тратить еще 1 год и сотни тысяч людей ради того, чтобы взять несколько городов, которые к тому моменту уже будут просто руинами, по их мнению, не имеет никакого смысла. Но Путину нельзя просто сказать «вы ошиблись», поэтому его пытаются подвести к нужному решению мягко, через доклады, утечки и правильные формулировки. Один из таких докладов, подготовленный для администрации президента, якобы уже всплыл в сети. У российской элиты есть довольно простая мечта – не стать окончательно сырьевым придатком Китая. Так считает и глава Центра противодействия дезинформации. Но спорить с Пекином у России уже нет ни сил, ни людей, ни нормального пространства для маневра. Поэтому якобы российская политическая элита снова смотрит в сторону Европы.
Каждый этот путь ведет только к развалу империй. Вопрос только во временных промежутках, потому что противостояние против ЕС и Украины России не выиграть. Избежать окончательного экономического поглощения Китаем тоже. Вопросы исключительно в сроках. Пока Кремль призывают закончить вторжение, Вашингтон пытается втянуть Пекин в иранскую войну. Пока Трамп прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином, а госсекретарь Марко Рубио прямо заявил об этом намерении. Но и выдал предостережение: любая поддержка Тегерана, по словам Рубио, ударит по отношениям США и Китая, и эта тема неизбежно всплывет даже на торговых переговорах. Если из-за этого кризиса в проливе мировые экономики начнут рушиться, все страны мира будут покупать меньше китайской продукции, и китайский экспорт резко сократится. Так что в их интересах урегулировать эту ситуацию. Мы надеемся убедить их сыграть более активную роль в том, чтобы Иран отказался от того, что он сейчас делает и пытается делать в Персидском заливе. Иран тем временем ищет поддержку в БРИКС. Глава МИД Ирана призвал страны блока осудить действия США и Израиля и назвал их незаконной агрессией. Но и здесь все сложно. В БРИКС теперь вместе сидят и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты, региональные противники. А война, начавшаяся 28 февраля, уже вызвала глобальный энергетический кризис и расколола даже тех, кто хотел выглядеть альтернативой Западу. Практически для каждого в этом зале наше сопротивление американскому запугиванию не незнакомая борьба. Настало время нам совместно сделать шаг вперед и ясно дать понять, что подобным практикам место на свалке истории. Сегодня наши страны ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. История показала, что империи в упадке ни перед чем не остановятся, пытаясь остановить свою неизбежную судьбу. Раненое животное отчаянно царапается и рычит, пока падает. США давят на Китай, Иран давит на БРИКС, Китай торгуется, а энергетический рынок снова висит на нервах Персидского залива. Си Цзиньпинь может остановить войну в Украине одним звонком. Логика простая. Китай остается главным покупателем российской нефти и газа, а значит, фактически помогает Кремлю держаться на плаву. Такую мысль высказал американский сенатор Линдси Грэм. И мой сигнал президенту Трампу таков: мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит делать это, не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы совершим огромную ошибку. У меня есть законопроект, который позволит президенту Трампу ввести пошлины против Китая за покупку российской нефти и газа. И позже я сделаю то же самое в отношении Ирана. Единственное, что Китай уважает, это силу. Грэм считает, если Китай прекратит эти закупки, у Путина и Ирана резко сузится пространство для войны. Сенатор уже подготовил законопроект о тарифах против Китая за покупку российской нефти и газа. И именно поэтому он призывает Трампа не ограничиваться красивыми переговорами в Пекине. Киев собирается следить за Москвой из космоса на полную. После лет зависимости от американской разведки Украина все активнее пытается создать свою спутниковую группировку. Об этом Financial Times рассказали в Firepoint, компании, которая уже известна дронами, ракетами и проектом «Фламинго». По словам главного конструктора, в этом году Firepoint запустила 2 спутника, а в 2027 планирует вывести на орбиту еще несколько десятков. Украина больше не хочет зависеть от чужой кнопки. США долго были главным поставщиком разведданных, но при Трампе эта опора стала шаткой. Европа частично закрыла дыру. Франция, по словам Макрона, уже обеспечивает до 2/3 разведданных для Украины. Но Киев идет дальше, к собственной системе. Firepoint параллельно расширяет производство крылатых и баллистических ракет и говорит о проекте общеевропейского щита ПВО «Фрейя» с украинской ракетой-перехватчиком FP-7. В России снова решили победить демографию приказом сверху. Министр труда заявил, россиянкам нужно рожать чаще, потому что так прописано в целях Путина. 1,6. Суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году. 1,8 к 2036 году. Нам нужно принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики.
Сейчас этот коэффициент упал до 1,3, это минимум с 2006 года. Рождаемость в России падает уже 10 лет подряд. За это десятилетие показатель просел на 22%. Это самое сильное падение со времен 1990-х. Даже призывы рожать по 8 детей и возвращаться к традициям Древней Руси не помогли. Третьих и последующих детей тоже стало меньше, чем до войны. Что-то демография не спешит выполнять указы Путина. Ситуация критическая, топливо на нуле, запасы исчерпаны, больше нет и подвезти никак. Куба уходит во тьму, буквально. Министр энергетики заявил, что в стране полностью закончились запасы нефти и дизеля. Из-за этого блэкауты стали почти постоянными. В Гаване и соседних районах света может не быть по 20-22 часа в сутки. Коммунальные службы парализованы, еды и лекарств не хватает, а люди снова выходят на улицы после отключений. Объемы топлива, задействованные в выработке электроэнергии, исчисляются миллионами тонн по разным видам. Если сложить все виды топлива, сырую нефть, мазут, которого у нас нет совсем, дизель, которого у нас нет совсем, я повторяюсь, единственное, что у нас есть, это газ из наших скважин, где добыча выросла. Кризис тянется с декабря, когда Куба перестала получать топливо. Раньше одним из главных поставщиков была Венесуэла, но после свержения Мадуро экспорт прекратился. Добила ситуацию война на Ближнем Востоке. Цены на топливо резко выросли, и остров оказался в энергетической ловушке. США предлагают гуманитарную помощь в обмен на либерализацию режима. Гавана отвечает обвинениями в энергетической блокаде и говорит, что все это из-за санкций. Пыталась помочь Россия, но как-то сложилось не сильно удачно. Напоследок, пламенная речь россиянки в США. Видео продолжает набирать популярность. Что на самом деле думают о героях в пакетах? Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны. Мне нахер не нужен герой, в пакете. Мне нужен мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не устался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Дай бог здоровья всем, кто живет в Украине. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они, когда интервью давали, хотя бы не беззубым ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом у меня все. Увидимся с вами уже вечером.